Запах, пробуждающий воспоминания. Бывало ли у вас такое? Запах, который не просто напоминает о чем-то, а мгновенно переносит в прошлое к определенному чувству. Этот эффект назван в честь писателя Марселя Пруста, на которого нахлынул поток детских воспоминаний после того, как он попробовал печенье Мадлен, предварительно обмакнув его в чай. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я кандидат биологических наук, и в этом видео мы рассмотрим центральный отдел обонятельного анализатора. Чтобы понять особенности работы обоняния, проследим, как сигналы других органов чувств, зрения, слуха, осязания попадают в мозг. Глаза, уши, кожа постоянно получают избыточное количество информации об окружающем мире. К счастью, в головном мозге есть специальная структура, отсеивающая лишние данные – таламус. Здесь сигналы фильтруются, и только самые важные передаются в кору головного мозга, где происходит их сознательное восприятие. Например, нервный импульс от сетчатки глаза проходит по зрительному нерву в таламус. Затем таламус пересылает сообщения в затылочные доли мозга, которыми мы видим. Однако латеральный обонятельный тракт в значительной степени обходит таламус и напрямую подключается к так называемой первичной обонятельной коре. Этот прямой путь от обонятельного эпителия к коре головного мозга означает, что мозг получает необработанную версию запаха. Но почему именно обоняние так устроено? Ответ кроется в нашем прошлом. До того, как у животных появились глаза или уши, они ориентировались через восприятие химических веществ, поиск пищи, избегание ядов. Для ранних млекопитающих, многие из которых вели ночной образ жизни, развитое обоняние было не просто полезным. Оно было необходимо для выживания в темноте. Прямой быстрый путь от носа к мозгу определял разницу между жизнью и смертью. Но куда именно этот путь ведет? Его пунктом назначения является совокупность структур мозга, две из которых наиболее важны – миндалевидное тело и гиппокамп. Начнем с первого. Это эмоциональный центр мозга, отвечающий за такие чувства, как страх, удовольствие и гнев. Обоняние напрямую связано с миндалевидным телом. Благодаря этому запахи могут вызывать эмоциональную реакцию практически мгновенно. Например, запах гнилой пищи вызывает немедленное отвращение. Защитный рефлекс, который срабатывает до того, как человек осознает запах или увидит его источник. Далее – гиппокамп. Хотя гиппокамп не является частью первичной обонятельной коры, он связан с ней напрямую через интеринальную кору. Можно считать гиппокамп первичным архитектором памяти, ведь именно здесь информация впервые организуется в долговременные воспоминания. То есть, особенности работы обоняния объясняются организацией структур головного мозга. Обонятельная луковица, миндалевидное тело и гиппокамп – все это части лимбической системы древнего эмоционального ядра мозга. Эта тесная связь позволяет запаху, эмоции и контексту сформировать цельное переживание. В качестве примера рассмотрим формирование эффекта Пруста. Представьте классическую сцену. Внук помогает бабушке приготовить печенье. Ребенок чувствует безопасность, счастье и заботу. Воздух наполнен ароматами корицы, ванили и растопленного масла. Молекулы, формирующие эти запахи, запускают сигналы, которые достигают первичной обонятельной коры, попадая в миндалевидное тело. Миндалевидное тело связывает сочетание этих запахов с мощными эмоциями – комфорт, счастье, любовь. В тот же самый момент этот сигнал достигает гиппокампа, который находится в режиме запоминания. Он улавливает все детали – муку на бабушкином фартуке, тембр голоса, ощущение липкого теста и мощную эмоциональную метку, сформированную миндалевидным телом. Гиппокамп объединяет эти элементы. Он не просто хранит факт «я испек печенье», он записывает сенсорный и эмоциональный опыт как единое целое. Запах и эмоция становятся единым воспоминанием. Теперь перенесемся на 30 лет вперед. Возмужавший за это время внук спешит по переполненному торговому центру. Он проходит мимо магазина свечей, и в его нос попадает легкий аромат корицы и ванили. Этот аромат мгновенно активирует гиппокамп, который извлекает то самое воспоминание из архивов памяти. Внезапно на короткий ошеломляющий миг наш герой переносится на кухню, где он когда-то помогал своей бабушке с готовкой. Это не просто воспоминание о факте. Это повторное переживание чувства. Исследования регулярно показывают, что воспоминания, активированные запахами, ощущаются более эмоционально и ярко по сравнению с воспоминаниями, вызванными словами или изображениями. Это и есть прустовский эффект действия. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Понимание мощной связи между обонянием, эмоциями и памятью имеет огромный потенциал во многих сферах медицины, от здоровья мозга до лечения травм.
Например, исследователи используют эту связь для борьбы с возрастным снижением когнитивных функций. Исследование 2023 года, проведенное Калифорнийским университетом в Ирвине, показало, что воздействие на пожилых людей ароматов эфирных масел в течение 2 часов каждую ночь во время сна привело к поразительному улучшению памяти в 2-3 раза по сравнению с контрольной группой. Это обогащение обоняния, по-видимому, укрепляет связи между нашими сенсорными центрами и центрами памяти. Это особенно важно, поскольку потеря обоняния в настоящее время рассматривается как ранний признак неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. С другой стороны, для людей с посттравматическим стрессовым расстройством ПТСР запах может стать изнурительным триггером. Запах, присутствовавший во время травматического события, например, запах горящего топлива в зоне боевых действий или специфический одеколон нападавшего, может всю жизнь ассоциироваться с ужасом пережитого. Когда человек снова сталкивается с этим запахом, даже спустя годы, это может активизировать первоначальную травму. Поэтому терапевты сейчас осторожно изучают использование запахов в контролируемых условиях. Цель состоит в том, чтобы повторно вводя связанный с травмой запах в безопасной среде, помочь мозгу сформировать новые безопасные ассоциации и отделить запах от болезненных воспоминаний. Как мы увидели, уникальная сила обоняния объясняется особенностями анатомии. В то время как другие наши чувства должны проходить через единый фильтр, обоняние направляется по древней магистрали, ведущей туда, где рождаются эмоции и формируются воспоминания. Этот привилегированный доступ наследия эволюционного прошлого позволяет аромату обойти рассудочную деятельность и раскрыть самые глубокие чувства. Какой запах мгновенно пробуждает приятные воспоминания у вас? Поделитесь в комментариях. А в следующем видео мы поговорим о профессиях, в которых необходимо раскладывать запахи на отдельные молекулы.